Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить шоколадный пирог с вишней. Пирог очень быстро и просто готовится. По принципу все смешал и убираем выпекаться. Пирог получается очень вкусным, сочным, имеет насыщенный шоколадный вкус с приятной легкой кислинкой от вишни. Данное количество ингредиентов рассчитано на пирог диаметром 19 см, высотой 6 см и весом килограмм 250 граммов. Давайте приготовим. Пирог готовится очень быстро, поэтому не забудьте сразу включить духовку нагреваться до 180 градусов. В чашу просеиваем 200 граммов или 10 столовых ложек без верха пшеничной муки, 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао, 200 граммов или 10 столовых ложек без верха сахара, 3 грамма или пол чайной ложки соли, 8 граммов или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем до однородного состояния. Вливаем 200 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 90 граммов растительного масла. Добавляем 2 яйца. Хорошо перемешиваем все венчиком до однородного состояния. Добавляем 14 граммов или 1 полную столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния. В данном рецепте 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Соберем тесто со стенки, промешаем по дну. Вот такое тесто получается, оно легко стекает с лопатки. 200 граммов замороженной вишни. Вишню заранее размораживать не надо. Посыпаем 10 граммами или 1 десертной ложкой пшеничной муки. Перемешиваем, чтобы каждая вишенка была покрыта мукой. Я выпекаю в разъемной форме диаметром 19 см, но форму я застелила пергаментной бумагой, бока формы ничем смазывать не надо. Выливаем 1/3 часть теста в форму. На тесто выкладываем половину ягод. Ягоды заливаем тестом. Выкладываем оставшуюся вишню. Вишню заливаем оставшимся тестом. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 60-70 минут. У меня пирог выпекался 60 минут. Время выпечки зависит от размера формы, в которой вы будете выпекать, и температуры в духовке. Готовность пирога проверяем деревянной палочкой, прокалываем. Если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит пирог готов. Даем пирогу остыть в форме минут 15-20. Далее аккуратно пройдем ножом по краю формы и освобождаем от формы. Перекладываем пирог на решетку верхней стороной вниз. Убираем пергаментную бумагу и даем пирогу остыть до комнатной температуры. У остывшего пирога срезаем верхнюю сухую корочку. Срезанные кусочки надо измельчить в крошку. Этой крошкой мы обсыпем бок пирога. Переворачиваем пирог верхней стороной вниз. Устанавливаем ацетатную пленку и раздвижное кольцо. Я пирог переворачиваю, так как нижняя сторона ровная. Делаю это для того, чтобы мягкая глазурь не стекала с поверхности, а осталась ровным слоем на пироге. Приготовим глазурь. В сотейник высыпаем 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао, 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 150 граммов густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Постоянно помешивая, варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Доводим до кипения и на маленьком огне увариваем массу примерно полминуты. Снимаем с огня и в горячую массу добавляем 60 граммов сливочного масла. Для удобства я его нарезала кусочками. Перемешиваем до однородного состояния. Откладываем примерно 2 столовые ложки глазури. Этой глазурью мы обмажем бок пирога. Оставшейся глазурью заливаем пирог.
и равномерно глазурь разравниваем. Если на поверхности глазури есть небольшие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Убираем пирог в холодильник, даем глазури застыть. Когда глазурь остынет, освобождаем пирог от кольца и пленки. Отложенной глазурью обмажем бок пирога. И обсыпем ранее приготовленной крошкой. Пирог готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Готовится просто и легко, при этом получается очень вкусным. Он отлично подойдет как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.